Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня предлагаю очень простой рецепт быстрого печенья к чаю. Все, что нам нужно, это смешать ингредиенты, замесить тесто, раскатать, разделить на порционные кусочки и запечь. В итоге на приготовление этого вкусного печенья у вас уйдет не более 20 минут. Нам понадобится кефир, мука, сахар, куриное яйцо, разрыхлитель, растительное масло. В миску вбиваем яйцо, добавляем сахар и взбиваем венчиком либо вилкой, максимально растворяя крупицы сахара. Добавляем растительное масло, перемешиваем. Посмотрите, как изменилась сразу консистенция. Она стала гуще и плотнее. Теперь добавляем кефир комнатной температуры. Для приготовления теста в качестве жидкой основы используйте кефир любой жирности. Перемешиваем. Муку просеиваем через сито, и это насытит ее кислородом. В этот же момент смешайте ее с разрыхлителем. Небольшими порциями добавляем муку в основную массу. Параллельно перемешиваем. Высыпаем оставшуюся муку и вымешиваем тесто уже руками. Оно плотное и не липнет к рукам. Рабочую поверхность присыпаем мукой. Выкладываем тесто, сверху его также присыпаем мукой. Раскатываем тесто в пласт толщиной 1 см. Сверху притрусите сахаром, примерно 1 столовая ложка. Слегка проходимся скалкой, чтобы крупицы сахара пристали к тесту. Нарезаем тесто на мелкие квадраты или прямоугольники. Перекладываем их на противень или силиконовый коврик на расстоянии друг от друга. При выпечке печенье чуть увеличится. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 12-15 минут. Печенье должно подняться и слегка подрумяниться. Сильно зажаривать не нужно, иначе печенье станет твердым. У меня выпекалось ровно 15 минут. Быстрое печенье на кефире готово. Такое аппетитное сахарное мини-печенье очень понравится детям. Выпечка долгое время не черствеет и остается мягкой. Подаем к чашке горячего чая либо какао. Сегодня готовим вкусное, рассыпчатое, не слишком сладкое, с очень приятной ореховой ноткой, несложное в приготовлении печенье в форме подковы. Для приготовления нам понадобится мука, сливочное масло, сахарная пудра, орехи, смалец, яйца. Для посыпки нужна будет сахарная пудра и ваниль. Первым делом приготовим тесто. Для начала смешиваем все сухие ингредиенты. Мука, измельченные орехи. Орехи можно брать любые. Фундук, миндаль, у меня грецкий. Я измельчила его в крошку с помощью блендера. Сахарная пудра. Тщательно перемешиваем.
Делаем в смеси углубление. Выливаем туда сливочное масло. Я размягчила его в микроволновой печи. Если у вас твердое, его можно просто измельчить на крупную терку. Добавляем смалец, это растопленный животный жир. В полученную массу взбиваем яйцо и снова все хорошенько перемешиваем. Замешиваем тесто. Скатываем его в шар, обворачиваем пищевой пленкой и отправляем в холодильник минимум на полчаса. Я оставляла на всю ночь. По истечении времени достаем тесто. Оно довольно плотное. Отрезаем небольшой кусочек. Разминаем его. Формируем тонкую колбаску. Вырезаем небольшие брусочки длиной 3 см. Теперь каждый кусочек раскатываем руками. Делаем его чуть длиннее, и концы должны быть уже серединки. Формируем подкову. Перекладываем печенье на противень, покрытый пекарской бумагой, и выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов, примерно 15-20 минут, до готовности. Кончики должны чуть-чуть поджариться. Делать их следует небольшого размера с расчетом, чтобы печенька помещалась полностью во рту, так как оно получается очень рассыпчатое. Пока готовится печенье, смешиваем сахарную пудру и пол чайной ложки ванильного сахара. Если вы используете обычную ваниль, тогда на кончике ножа. Готовое печенье достаем из духовки, даем ему остыть и окунаем в смесь сахарной пудры и ванили. Кроме этого, вы можете украсить угощение любым способом на свое усмотрение. Например, можно украсить подковки глазурью, либо шоколадом. Выкладываем на тарелку и подаем к чаю. Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 118 печенек. Делать их следует небольшого размера с расчетом, чтобы печенька помещалась полностью во рту, так как оно получается очень рассыпчатое. Сейчас наглядно покажу. Берем одну подкову и слегка прижимаем. Печенье получилось очень вкусное, рассыпчатое, не слишком сладкое, с приятной ореховой ноткой. Сегодня готовим мраморное шоколадное печенье. Оно получается очень красивым внешне и имеет ярко выраженный вкус. Если вы любитель шоколада, то это печенье станет одним из любимых. Готовится оно просто и довольно быстро. Для приготовления нам понадобятся яйца, сахар, мука, какао, сливочное масло, сода, либо разрыхлитель, сахарная пудра. Яйца соединяем с сахаром и взбиваем миксером на максимальной скорости. Взбиваем до полного растворения сахара и получения пышной и воздушной массы. Добавляем растопленное сливочное масло. Перемешиваем до однородности. В отдельной миске соединяем просеянную муку, какао-порошок, соль и разрыхлитель. Перемешиваем все до однородности. Сухие ингредиенты добавляем сразу к взбитым яйцам с сахаром и маслом. Лопаткой все перемешиваем до получения однородного шоколадного теста. Накрываем миску с тестом пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 1 час, для того, чтобы оно затвердело и было удобнее формировать печенье. Затвердевшее тесто достаем из холодильника.
Сахарную пудру также просеять через сито. С помощью чайной ложки формируем шарики. Затем хорошо обвалять их в сахарной пудре. Если тесто начнет таять от теплоты рук и прилипать к ладоням, поместите его в морозилку буквально на несколько минут, а затем дальше продолжайте формировать печенье. Выкладываем сформированные шоколадные шарики в пудре на противень, засланный пергаментной бумагой, оставляя небольшое расстояние между ними, так как в процессе выпечки печенье увеличится в размере. Выпекаем шоколадное печенье в течение 10 минут при температуре 180 градусов. Благодаря пудре, которая совершенно не тает в духовке, печенье сверху получит красивый мраморный рисунок, будто оно треснутое. Готовому печенью даем остыть, затем перекладываем на тарелку и подаем к чаю. Хранить такое печенье нужно в закрытой таре. Готовая выпечка получилась очень вкусной, ароматной, с насыщенным шоколадным вкусом. Очень рекомендую приготовить. Когда-нибудь пробовали имбирное печенье, то вряд ли уже сможете забыть этот удивительный пряный вкус. Ну а если не пробовали, то вот вам рецепт. Очень простой, доступный и не требующий каких-то особых кулинарных навыков. Нам понадобится мед, сахарная пудра, яйцо, растительное масло, сода, мука, корица и имбирь. В отдельной миске смешиваем муку, сахарную пудру, соду. Добавляем яйцо, растительное масло, мед. Какой есть, жидкий или густой, не имеет значения. Главное, чтобы мед был натуральный и не старый. Корица и имбирь. Вымешиваем тесто руками на присыпанном мукой столе. Сначала это кажется нереальным, так как все ингредиенты рассыпаются и совсем не хотят собираться в один комок. Но по истечении нескольких минут тесто стает эластичным, податливым и собирается в шар. Заворачиваем в пищевую пленку или пакет и оставляем в холодильнике на 12 часов. Можно и на более длительный срок. Хранится такое тесто в холодильнике 1 неделю. Достаем тесто, делим на 2 части. Одну часть убираем обратно в холодильник. Другую раскатываем толщиной 5 мм. Если надо, присыпьте мукой или сразу раскатывайте на пергаменте. У меня новая доска, решила раскатывать на ней, поэтому получается у меня не очень аккуратно, но видео уже снято. Вырезаем фигурки. Если вы делаете крупные фигурки, лучше сразу раскатывать их на пергаменте, так как тесто тонко раскатано. Переносить их будет крайне неудобно. Не располагайте печенье очень близко друг к другу. Во время выпечки оно немного увеличится в размере. Такое печенье можно расписывать глазурью. Я выбрала более быстрый и простой вариант. Украшу его грецким орехом. В центр каждого печенья я кладу половинку грецкого ореха и слегка придавливаю. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов примерно на 7 минут до зарумянивания. Сразу после выпечки печенье очень мягкое, но после остывания становится твердым и хрустящим, поэтому я даю ему остыть минуты 2, затем перекладываю на тарелку. Из данного количества теста у меня получилось печенье 100 штучек. Если хотите насадить пряник на шпажку, делать это следует также в первые 2 минуты, пока печенье горячее. Готовое печенье можно хранить довольно долго, около 2 месяцев, при условии, что хранится оно в герметичном контейнере или коробке с закрытой крышкой, или в завязанном пакете. Если после выпечки печенье получилось слишком сухим, положите в пакет нарезанное яблоко. За счет большого количества специй печенье получается очень пряным и ароматным.
Давайте приготовим очень милое песочное печенье в виде плюшевого медвежонка. Готовится оно очень просто. Нам нужно лишь смешать ингредиенты и выложить их на противень в виде мишки. Как это делать, сейчас подробно все расскажу. Для приготовления нам понадобится сливочное масло комнатной температуры. Оно должно быть мягким, примерно 13 столовых ложек. Сахарная пудра 120 грамм, соль щепотка, 1 яйцо и 1 желток, пол чайной ложки сахара ванильного, 8 столовых ложек с горкой муки, кукурузный крахмал, пол столовой ложки. Шоколад для украшения понадобится 3-4 небольшие плиточки белого и черного шоколада. Список всех ингредиентов я всегда оставляю в описании под видео. Сливочное масло следует заранее достать из холодильника. Оно должно быть мягким. Взбиваю его венчиком до однородности буквально 30 секунд. Высыпаю сахарную пудру и перемешиваю сначала лопаткой. Если я начну взбивать венчиком, сахарная пудра разлетится во все стороны. Добавляю в тесто щепотку соли, ванильный сахар, желток. Хорошенько перемешиваем. 1 яйцо. Теперь добавляем кукурузный крахмал. Постепенно вводим просеянную муку. Тесто станет очень плотным, меняем венчик на лопатку и хорошенько перемешиваем. Вот такой структурой получилось тесто. Формировать печенье я буду с помощью вот такой насадки. Очень важно поместить тесто в 2 кондитерских мешка, так как оно очень плотное и один мешок может не выдержать и порвется. Отправляю половину теста в кондитерский мешок. Противень застилаем пергаментной бумагой. Формируем печенье. Выжимаем из мешка тесто небольшими порциями. Мокрым пальцем прижимаем серединку печенья, чтобы она была плоской. Заготовки печенья отправляем в морозильную камеру на 20 минут. Затем достаем из морозилки и сразу же отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 160-170 градусов на 25-30 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки. Печенье должно слегка подрумяниться. Обратите внимание, что печенье должно быть примерно одинакового размера. Иначе меньшего размера будет готовиться быстрее, а большего медленнее. Как у меня, например, те, что меньше, слишком поджарилось, большое слишком светлое. Даем печенью полностью остыть прямо на противне. Из данного количества ингредиентов у меня получилось ровно 29 штучек. Растапливаем белый шоколад в микроволновой печи. Перекладываем в кондитерский мешок и рисуем небольшие круги на печенье. Точно так я растопила черный шоколад в микроволновой печи импульсами по 30 секунд. Делаем небольшое отверстие в кондитерском мешке и рисуем глазки.
носик и ротик. Печенье готово, можно звать всех на чай. Давайте разломаем одну штучку. Печенье рассыпчатое, отлично пропеченное, в меру сладкое, с приятно ванильным сливочным вкусом и ароматом. Храню такое печенье обычно в полиэтиленовом пакете, либо пищевом контейнере, хотя выпечка настолько вкусная, что долго не задерживается на столе. Друзья, если вы хотите сохранить этот рецепт, жмите лайк. Мне приятно, что вы готовите со мной, пишите свои отзывы и задаете вопросы в комментариях. Если вы еще не подписаны на YouTube канал «Готовить просто», непременно подпишитесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. У меня на канале есть различные плейлисты, в том числе печенье и сладкая выпечка. Ссылки на экране и в описании под видео. С вами была Неля. Всем приятного аппетита!